Ну нет, эльфы — это скорее что-то уже слишком сладенькое. Хочу что-нибудь другого. Мгм. О, Мгм. вот этот мне нравится, этот не Мгм. нравится. Я Это понимаю. так противно. То мне нравится... ам, Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Сегодня новое видео с Инной на медленном русском. Да, я знаю, мы говорили не очень медленно, но мы старались. Извините. Но темы очень интересные. Сегодня мы говорим о том, какие виды внешности нравятся Инне. Мы говорим о погоде и мы говорим о природе. Ну что, вы готовы? Поехали! Привет, Инна! Привет, друзья! Добро пожаловать еще раз на наш канал по-русски издалека. И Инна из понятного русского. Как твой канал по-русски называть? Я его обычно не перевожу на Не русский. переводишь? Да, Да. Comprehensible Russian. Вот. Мгм. Мы продолжаем наши беседы на медленном русском. И сегодня у нас 3 новые интересные темы. И начнем с такой самой, я бы сказал, щекотливой или не то чтобы, но тем не менее, Личный? возможно, личной. Значит, поговорим вообще про то, кто тебе нравится. Да, нравятся тебе мужчины или нравятся тебе женщины? Давай спросим такой вопрос первый. Мне нравятся мужчины. Если Мгм. ты об интимных отношениях, то Мгм. мужчины. Мгм. Да. Да, то есть я имел в виду про сексуальную ориентацию, да. Тебя привлекают Да, да, мужчины. да, да, Хорошо, хорошо. да. Есть ли какие-то особенности внешности, которые ты в М, мужчинах ищешь, да, или которые тебе кажутся очень привлекательными? мгм, Мгм. мгм. Ам, Ты знаешь, вот сейчас почему-то для меня это сложный вопрос, вот прям не вовремя. Может быть, потому что у меня меняется вкус, и Мгм. новый вкус не сформировался. Ну, наверное, я расскажу, что мне нравилось раньше. Давай. Раньше Мгм. меня очень привлекали, так сказать, субтильные мужчины. Это, Что это это могло довольно значить? это довольно редко, кстати. Мгм. Обычно как-то женщинам нравятся такие мужественные, сильные, а мне всегда нравились, наоборот, такие вот субтильные, как сказать, тонкие, Мгм. худенькие или М. стройные Мгм. мужчины с тонкими чертами Мгм. лица и тела. Типа как эльфы? Ну нет, эльфы — это скорее что-то уже слишком сладенькое. Эльфы — это слишком идеально, это слишком, Хорошо. как из сказки. Мгм. Нет. Может быть, что-то, как сказать, люди искусства, знаешь, Мгм. вот часто Мгм. так выглядят, такие Утончённые. утонченные люди. Да. Мгм. Мгм. Последнее время как будто бы это изменилось, и мне больше не нравятся такие мужчины. Наоборот, я смотрю и думаю: ну нет, нет, пожалуй, это больше не мое. Хочу что-нибудь другого". Мгм. Но чего именно, не очень пока понимаю. Мгм. Вот. Ну, Совсем что-то такое супер брутальное, как правильно сказать, мачистское, мгм. вроде бы меня не привлекает. Наверное, хочется какой-то просто середины, золотую Мгм. середину. Баланс. Какую-то, Да. да, что-то Мгм. среднее. Понимаю, понимаю. Вот. А я хотел спросить, а есть ли для тебя, значение, например, цвет кожи или цвет волос, или, да, какие-то такие более
я бы сказал, Мгм, мгм, конкретные вещи. конкретные. Да, да, глаза. И не может быть не значение, но предпочтение, или Мгм. да? Вот. Ам, по жизни нет. Мгм. Вот мне нравились разные. Мгм. У меня были отношения с людьми из разных рас, Мгм. кроме кроме азиатов. У меня не было Мгм. азиатов. То есть цвет кожи не имеет решающее значение. Ну, вообще раса не имеет Мгм. э, определяющего, решающего значения. Это точно. Мгм. А цвет волос тоже. А вот если говорить о каких-то таких фантазийных идеалах, то есть, ну как, например, мы говорим об актерах, да? Мгм. О, Мгм. вот этот мне нравится, этот не Мгм. нравится, но в жизни все по-другому. Конечно. Вот если говорить так очень абстрактно, то мне нравится, а, мне почему-то представляется это как какой-то русский богатырь. М. Такой блондин с Мгм. бородой и Мгм. голубыми глазами. Вау. Да. Интересно. Или, может быть, как викинг такой, Вау. знаешь. Круто. Да, Круто. Ну, да, да, да. это очень, да, характерные определения Мгм. внешности. Прикольно, Мгм. прикольно. Может быть, еще потому, что все-таки в жизни один раз у меня был такой молодой человек, Мгм. который был очень красивым вот в Мгм. таком плане, Мгм. такой эм, не идеальный эльф, да, Мгм. но довольно красивый, со светлыми волосами и голубыми глазами, и такой небрежной бородой. Мгм. И вот его типаж как-то запал мне Мгм. в голову, в мое представление. Мне очень нравится Прикольно. такая внешность. Хорошо, спасибо. Это очень было интересно. Вот. Давай поговорим про более менее личные тема, вообще про время года. Например, для меня это больная тема. Я живу во Вьетнаме, и я всегда ругаюсь на погоду здесь, да, потому что Мгм. я не как сказать, я не предназначен, нет, ну да, я думаю, что не приспособлен, не предназначен. Я живу здесь уже 10 лет, и люди другие, многие привыкают к местной погоде, но я никак не могу привыкнуть, понимаешь? Мгм. Вот, поэтому скажи мне, для тебя важна погода и вот время года, или это что-то такое просто проходящее, ты на это сильно не обращаешь внимания? Для меня самым главным фактором является наличие солнышка. Мне не важно, холодно или жарко. Мгм. Ну, конечно, я не очень люблю, когда слишком холодно или слишком жарко. Когда больше +30, Мгм. ну, это не очень комфортно. Мгм. Ну и когда больше -10, я Мгм. тоже не очень люблю. Мгм. Мгм. Ам, но в остальном, если есть солнце и еще, если не очень мокро, Мгм. ам, тогда все хорошо. Когда ты говоришь мокро, ты имеешь в виду, что идет дождь, или даже после дождя тебе, например, неприятно гулять? Ну, дождь меня не сильно беспокоит, а вот слякоть зимняя мне не нравится. Вот это другое мокро, такого, которого у нас здесь во Вьетнаме нет. Да, Мгм. мгм. Я Это понимаю. так противно. Это слякоть под ногами. Мгм. Вся обувь портится. Невозможно почистить обувь. Под ногами вот это Можешь хлюпает, как описать, что каша. такое слякоть? Да, для тех, Слякоть — кто это не знает. когда выпал снег, а потом по этому снегу ходят люди и ездят машины. Снег становится грязным и тает. То есть
снег превращается в такую серую противную кашу. И в русских, российских городах этой слякоти зимой сколько хочешь, потому что постоянно выпадает снег, тает, превращается в слякоть, а потом, если становится холоднее, то эта слякоть может еще и замерзнуть и превратиться в противный серый лед. Вот ты хорошо меня понимаешь. Да. Это неприятно. Вот это я не люблю. Мгм. А вот, например, эта зима была, на мой взгляд, просто идеальной, потому что было, ну, не очень холодно, но это и не важно. Было около нуля, могло быть -5 Мгм. и даже -10, но снега почти не было. Мгм. И в городе было сухо и Мгм. чисто. Мгм. Как приятно, как здорово. Вот это мне нравится. Но Ну, это актуально для города. Вот да. такой вот мой каприз, да, Мгм. он Мгм. актуален для города, потому что, а вот за городом, когда выпадает много снега, Мгм. и лежат такие большие сугробы, красивого белого снега, ну какие проблемы? Никаких проблем. Красота, снег хрустит так под ногами. Мгм. Ну, здорово. И никакой грязи. Да. Но это в деревне где-нибудь. Мгм. А в городе Ну, я думаю, это тоже зависит от того, где в городе, да, потому что, например, у нас в Сибири у нас нет таких проблем зимой, потому что температура, как правило, никогда не повышается минус, like, я бы сказал, больше, чем -10, повышается, то есть теплее, мгм. да, то есть -5, 0 почти зимой не бывает. То есть это только ноябрь и это только март. Поэтому с ноября по март у нас хороший снег. Конечно, он может быть немножко грязным, но, как правило, его больше выпадает, поэтому больше белого снега, и даже в городе это не проблема. Да, для меня только Классно. вот нелюбимое время это именно, как, которое ты описала, но у нас оно, как правило, это март. Вот это самый Мгм. ужасный месяц у нас, март, в Иркутске. Потому что Да. это все тает, и у нас так как очень много снега, то просто весь город это как потоп становится. И у нас реально некоторые регионы в области, они прямо у них есть наводнения легкие бывают. Это Мгм. серьезная проблема. Вот. И Мгм. еще собачьи какашки все всплывают. Всплывают, да. Да. Поэтому, в общем, мало приятного. То есть, и я сделал такое правило для себя, что мне вот от -10 и холоднее, допустим, до -30, я могу спокойно переносить эту погоду. От -10 до -30 идеально. -5 может быть. 0 все. Это для меня уже ужасная погода, потому что, как правило, оно очень редко бывает, когда сухо в ноль. Как правило, это вот именно тающий снег, это лед, это вот такое вот все переходное, и иногда мокрый дождь, что самое ужасное. В +1 дождь. Вот, поэтому я сделал для себя за правило, что от, не знаю, -5 до +10 вот эту погоду я не люблю. Вот +15 хорошо, -15 хорошо. Но вот Мгм. все, что между, мне не нравится. Вот, то есть... Ну, я понимаю, мгм, согласна, согласна. Но вот в этом мгм, году, как я сказала, мгм. была какая-то идеальная комбинация. Ну, это здорово. Это Было здорово. сухо, чисто, прекрасно. Вот бы так всегда. Мгм. Ах, да. Ну, говоря про природу, да, ты говорила, что за городом не так плохо. Вообще, ты любишь бывать на природе? Часто выезжаешь? Потому что вот у нас такой есть стереотип, у нас сибиряков, что в Москве вам, чтобы выбраться из города, это нужно так много времени потратить. Не то, что у нас там 20 минут, ты уже в лесу, понимаешь? Как у вас с этим? Правильно, правильно. Да? Правильно ты говоришь. Мгм. Долго надо ехать, чтобы оказаться на природе. Ну, Да. конечно, есть всякие парки, Парки, да. Мгм. естественно, есть какие-то места даже в городе, Мгм. но чтобы выбраться,
на настоящую природу, с таким ощущением дикости, да, Мгм. некоторой. Мгм. Надо ехать. М. Надо ехать долго. Ну, хотя бы час. Понятно, понятно. Ну, Мгм. вообще, какой ландшафт ты больше любишь? Горы или море, лес или поле, пустыню? Что тебе нравится? Ну, ам, больше всего мне нравятся японские горы. Почему именно японские? Просто потому, что м, там вот эти их азиатские деревья всякие, которых у нас нет, Мгм. а мне они очень нравятся. И очень много мха, и М. много вот этих камней, Мгм. которые поросли мхом. М. И, ну, мне так нравится, так красиво. А у нас нету такого. Я Мгм. искала. Я и смотрела на Кавказских горах, Мгм. на Кавказских горах, извините. Ам, Нету такого. Ну, М. нету, и все. Мне понравились пейзажи недалеко от Выборга. Вот там есть камни, сосны и вода. Вот Мгм. эта комбинация камни, вода и ну, сосны или какие-то похожие деревья, Мгм. Вечно вот зеленые. этот, вот это для меня идеальная комбинация. Если есть эти элементы, плюс мох, все, я могу там сидеть часами. Вот. Но, к сожалению, вот в России нету такого, мало такого. Не мало, вот нету, просто нету. Поэтому, когда я в Японии, я стараюсь выбираться в горы и гулять там и наслаждаться такими видами. А ты любишь прямо ходить в походы там на 2-3 дня с палатками, там, где вы готовите еду на костре? Такое вы делаете в Японии? Там на Фуджи подниматься? Не пробовала? Нет, я не поднималась, не пробовала. В позапрошлом году у нас был длинный такой, длительный, ну, не поход, это не назовешь походом, потому что я была с дочкой. Мгм. Я не была готова с ней всем этим заниматься, палатками и так далее. Ей тяжело долго М. ходить, Мгм. да и мне тоже носить вещи двух человек, да, хоть она и маленькая, но вещей у нее немало. Ам, Поэтому у нас не было похода, но мы много гуляли. Я Мгм. построила такой маршрут, что мы посещали много интересных мест в горах, плюс вот эти природные онсены, Мгм. маленькие деревни с горячими источниками. Мгм. И мы пересекли полуостров, там Вакаяма регион. Там очень много храмов, вот таких онсенов. Между ними мы ходили пешком, плюс ездили на автобусах. Классно. А, а ночевали в маленьких отелях, Мгм. Мгм. а, утром просыпались и двигались дальше. То есть Круто. такой, ну, поход не поход, Ну, ну, это классно, это классно. что-то Я среднее. думаю, это очень подходит для людей, которые любят комфорт, или, как ты правильно сказала, Мгм. с маленьким ребенком. Я думаю, что моей жене бы такое очень понравилось, потому что она не любит спать в палатках. Мгм. Да, как говорится, ходить дикарями. Да, ей это не Мгм. нравится. Она городская у меня девушка. Поэтому я думаю, это классно. Да, я бы хотел тоже в такое маленькое путешествие Мгм. отправиться. Это очень удобно. Мгм. Я думаю, что это все на сегодня. Спасибо большое, Инна. Как всегда, друзья, не забывайте, переходите на канал к Инне, у нее очень много классного контента. Вот. Спасибо. Спасибо, Здорово. что пригласил. Да, классно поболтали. До скорого. Счастливо. Пока-пока. Это все на сегодня, друзья. Спасибо, что смотрели это видео.
Надеюсь, оно вам понравилось. И, как обычно, по традиции хотел сказать спасибо всем моим патронам на Патреоне. А особенно, конечно, спасибо моим суперпатронам, таким как Джоэл, Джефф, Джош, а также Андрея, Лиз, Холли и Брюсли. Спасибо вам, друзья. Если вы тоже хотите поддержать мой канал, вы знаете, что делать. Переходите вот сюда или вот туда, где-то здесь, по ссылке, и вы сможете это сделать. Спасибо. До скорого и пока-пока.